Друзья, я вас приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очень интересное узбекское блюдо. Мы с вами будем тушить мясо говяжьей головы с нутом. Это насыщенное, сбалансированное, очень вкусное блюдо с густой подливой. Ребята, смотрите, и вы не пожалеете. Все ингредиенты будут в описании под роликом. Но блюдо действительно вкусное, и стоит обязательно его посмотреть. Я немножко изменю процесс. Я начну раньше не с лука, а я начну раньше с мяса. Потому что мясо жирноватое. Я раньше вытоплю жир из мяса, и в этом же жиру буду тушить лук. А там уже будем ориентироваться. Если там недостаточно будет масла, мы добавим немножко растительного масла. Ну что, ребят, поехали готовить. Начнем с нарезки мяса. Мясо мы помыли и будем его нарезать большими мужскими кусками. Ну, поехали. Друзья, мясо мы нарезали вот такими большими мужскими кусками, ребят. Как мы знаем, что наш казан нагрелся? Легкий, нежный, белый дымок. Но сейчас будем бросать мясо жирком к низу. Ну и не будем спешить переворачивать. Дадим возможность вытопиться жирку с одной стороны, ребят. А тем временем мы пока нарежем лук. Друзья, так как вы обратили внимание, в этом блюде нужно много лука. Он создаст густоту нашего соуса. Ну и вкус, конечно, глубину вкуса. Я всегда стараюсь пользоваться разными сортами лука. У меня здесь 2 сорта. И плюс обязательно лук-порей. Все нарезать. Нож, хотя этот серп, хотя и выглядит таким мощным и страшным, но он очень легкий. Я чувствую его как продолжение своей руки. И он очень острый, ребята. Ну и нарежем так весь лук. Не буду забирать ваше внимание на нарезки лука, а то и так немногие пишут: хватит болтовни, хватит показывать нам нарезку, мы знаем, как надо нарезать, мы все знаем. Ну, знаете, знаете. Те, кто не знает, посмотрите, пожалуйста, и возьмите себе на вооружение. А мы будем резать лук в четверть кольца. Кто хочет меньше, может резать меньше, кто хочет больше, может резать больше. Это не принципиально. Кому удобно, нарезаете лук. Во время резки лука не забывайте про мясо. Мясо уже можно переворачивать на другую сторону. Как раз мы нарежем весь лук, и с другой стороны мясо тоже схватится. Посмотрите, какие красивые мужские большие куски. Вкус нашего блюда будет зависеть от того, как мы зажарим мясо с луком. Чем лучше мы зажарим, тем вкуснее и ароматней будет наша подлива, наш соус. А мы будем продолжать нарезать лук. Видите, сколько много лука у нас? Ну все. Ну вот, друзья, мясо приготовилось. Но не приготовилось, он просто закрылось, запечаталось со всех сторон, прожарилось хорошо. Давайте добавим масло. Ну, пока мы добавим примерно миллилитров, 30. Дадим ему немножко прогреться с мясом. Ну и будем добавлять лук. Все, пошел лук. Лук-лучок. Сейчас такой будет аромат в квартире, обалдеть. Обалдеть можно будет. Посмотрите, сколько лука должно быть. Лука в блюде должно быть много, ребят. Ребята, вот это запах пошел.
Когда немножко схватится лук, мы добавим чеснок. Вместе с чесноком добавим лук-порей. А когда лук-порей станет прозрачный, добавим морковку. Ну, пусть пока все это тушится, жарится, парится, ребят. Подготовим пока лук-порей. Вот эта часть нам достаточно. Эту часть мы возьмем в бульончик. Нарежем лук, ребят. Пол кольца. Присолим лук, чтобы он быстрее отдал свой сок. Он так быстрее отдаст свой сок. И мясо тогда будет тушиться в луковом соке. И сок будет набирать вкус зажарки и масла. Огонь оставляем большой, крышкой не накрываем, потому что мы жарим, а не тушим. Ну все. Чеснок добавим на первом этапе, в начале. Потому что, вы знаете, я люблю давать чеснок в два этапа. В начале и почти в конце блюда, как бы его освежить. Но здесь мы отдадим сразу, чтобы все это впиталось в мясо и дало нашей подливке еще больший аромат. Ну, нарезали лук, нарезали чеснок. Ребята, вот пришло время, и морковочку помыли, почистили. Будем нарезать примерно 2 сантиметра. Если она большая, можно пополам ее, вот так. Будет томиться примерно 2-2,5 часа, чтобы она не развалилась и не потеряла форму. Она должна быть красивая в нашем блюде. Вот примерно где-то вот так, ребят. Вот такие кусочки, чтобы они были. Да, и не забывайте, в наше блюдо еще идет нут. Мы его на ночь замочили, хорошо промыли, слили воду, промыли его еще раз. Не будем его предварительно варить, мы его сразу бросим, пусть тушится в блюде. Ну все, в принципе, мы все нарезали, все, что нам надо было. Сейчас только притушится немножко лук, станет прозрачный, будем добавлять лук-порей. Друзья, вы уже можете посмотреть, какая красота у нас здесь готовится. Вот лук уже немножко начал, видите, отдавать свой сок. Вот, видите, начал немножко карамелизироваться вот здесь, в этих местах, видите. Мы его сейчас перемешаем еще немножечко. Это мы добавили немножко соли, чтобы он быстрее отдал свою жидкость. И правильно сделали. Все. Лучок стал прозрачный. Начал карамелизироваться. Вот так. Ну и давайте добавлять лук-порей и чеснок. Вот так. Друзья, огонь мы оставляем такой же. Мы не уменьшаем, крышкой не накрываем. Пусть немножко прогреется, и мы его перемешаем. Друзья, я хочу просто вам сказать, блюдо должно быть не только вкусное, но и красивое. Ну вот лук-порей прогрелся, ребят. Давайте мы его вмешаем с чесночком. Все это перемешаем. Вот так. Добавим морковку. Кто не любит много лука, не пугайтесь. Количество лука в этом блюде. Оно пока все будет тушиться, столько времени. Вы будете ощущать лук только в виде соуса. Структуру лука вы чувствовать не будете. Только будет сладкий, пахнючий и очень вкусный густой соус. Вот смотрите, какая красивая у нас шикарная морковка. Опа! И ушла наша морковочка. Давайте распределим везде ровненько. Это достаточно, это немало, ребят.
Друзья, посмотрите, какая это красота. И вот, ребята, как всегда, освобождаем место для специй. Пусть немножко прогреется. Добавим немножечко маслица. В это маслице мы добавим специи. Какие специи, все будет в описании на ролике, ребята. Под роликом. А во время добавки специй я немножко сделал меньше огонь, ребят. Когда я мешаю специи, я опять подниму огонь. Ну все, можно вмешивать. Сейчас дадим прогреться специями минут 5. Ребят, поднимем огонь. И будем потом добавлять нут. Вот такая, ребята, красота у нас получается. Это блюдо томат и помидоры не идут. Так немножко нарушил традицию. Я начал раньше обжаривать мясо, а потом лук. Но это из-за того, что мясо было жирное. Я хотел раньше выжарить с него жир с мяса. Поэтому я дал раньше мясо. Ну вот, ребята, теперь настало время нашего нута. Давайте бросим наш нут. Или, как говорят, турецкий горох. У нас он называется хумус. Вот давайте прижарим немножко нут и будем добавлять кипяченую воду. Примерно 1,5 литра. И вообще подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребята. Очень интересные блюда. Очень вкусные. Вот вы, ребята, добавляем горячую воду, только не холодную воду добавляйте, а то она остынет и опять еще с самого начала варится мясо, белки в мясе скукошатся, и мясо будет немножко жестковатое, не такое сочное. Лучше горячую воду, пусть продолжается этот процесс. Вот так. Поставили на маленький огонь, сейчас немножечко перемешаем, присолим и будем томить под закрытой крышкой. Ребята, присолили. Я еще люблю добавлять для баланса немножко сахара. Примерно пол чайной ложечки. Это достаточно. Это кажется мало, но для блюда это достаточно, ребят. Все, накрываем крышкой и начинаем тушить это блюдо примерно 2 часа. Друзья, наше блюдо томится медленно, медленно, медленно. Смотрите, какой у него цвет. Это значит, мы сделали правильную с вами зажарку, и блюдо получилось золотистого цвета, темно. Видите, как красиво? Вот я вам говорил, это зависит от зажарки. Друзья, вам не передать этот ароматный, густой, насыщенный, я бы сказал даже суп. Это очень вкусно. Ребята, вы представляете себе вот этот суп густой, с мясом и с нутом мы подадим вместе с рисом. Вы представляете, как это будет вкусно? Или еще плюс добавим свежую лепешку для жидкости. Ребята, это очень вкусно. Это томленое мясо. Значит, прежде чем мы будем выключать, или давайте еще доварим еще минут 10, мы бросим лавровый листик, ребят, чтобы подал свой вкус. Но, друзья, дождались. Наш шедевр томился 2,5 часа. Он готов. Мясо мягкое, нежное. Нут мягкий, но не разваливается. Морковка держит свою форму. Получилось шикарно, так как мы думали. Лук разварился, добавил свою густоту и аромат. Наш шедевр приготовился, мы его выключим, пусть отдыхает. Ребят, посмотрите, какое шикарное блюдо у нас получилось.
Друзья, блюдо универсальное. Хотите, подавайте как второе. Хотите, добавьте в бульон, и получится насыщенный суп. Настоящая Ребят, узбекская это кухня. уникальное блюдо. Об этом вкусе этого блюда можно говорить очень долго. Давайте мы его наконец с вами попробуем. И я вам расскажу свои впечатления об этом шикарном блюде. Ребят, давайте мы поставим в стороночку. Я просто хочу показать вам отдельно. Я взял просто свежую лепешку. Давайте мы начнем с мяса. Давайте мы возьмем кусочек мяса. Давайте возьмем нут. Ай, как красавец какой. Ну, а подливу мы возьмем свежей питой. И мы все попробуем вместе. Вот такая свежая пита, будем говорить лепешка. Мы ее раньше смочим в жидкость. Она насыщенная, ароматная, а пахучая какая, ребят, вам не передать. И будем пробовать. Давайте начнем с жидкости. Очень вкусно. Насыщенное блюдо, густое, с ореховым привкусом. Это нам дал нут и плюс зира. Давайте мы попробуем мясо. Ну, нут, как я вам говорил, он мягкий. Видите, какой мягенький нут он. Видите? Вот он, нут. Он очень вкусный. Давайте посмотрим, что у нас по мясу. Посмотрите, какое у нас мясо. Посмотрите. Это мясо жевать не надо. Это мясо можно просто глотать. Оно будет само таять во рту. Посмотрите, какое шикарное получилось мясо. Давайте мы все вместе попробуем. Возьмем так. Мы возьмем мяско. Так. Возьмем нут. И получим гастрономический оргазм, ребята, от этого обалденного вкуса. Ребята, это настолько вкусное, что даже не хочется останавливаться. С каждой ложкой подчеркиваешь какой-то свой определенный вкус. Но блюдо обалденное. Ребята, пользуйтесь моими рецептами. Ставьте лайки. Подписывайтесь под мои видео. А самое важное, пишите комментарии. Мне просто интересно, вы делаете такие блюда мои или нет. Всего доброго. В наше тяжелое время желаю всем мира и здоровья. Это самое главное, мир и здоровье. А все остальное у нас будет во много раз больше. Главное, чтобы было здоровье. Хочу всем попрощаться со всеми. До новых интересных кулинарных встреч. Всем пока. А блюдо действительно очень вкусное. Узбекской кухни по-домашнему от Мишани. Всего доброго, ребята. Чао.